Один из важнейших вопросов взрослого человека – это продолжение его в виде детей. Да? Мы рожаем детей, впускаем их в этот мир, и потом задаемся вопросом, а как же сделать их максимально счастливыми? Как сделать так, чтобы наши детки выросли умными, красивыми, прожили точно лучшую жизнь, чем прожили мы, да? Обучение, да, образование — это фундамент, и сегодня с тобой, Алина, я хочу поговорить про этот фундамент. Что такое обучение за рубежом? Можно ли получить хороший диплом в Польше? Или это все... В чем разница в лиге плюща и клеща? Как действительно сделать классное образование для своего ребенка? Ты готова? Готова. Класс. В 2 словах про себя, про свою компанию, да, какая у тебя экспертиза, чтобы люди услышали это и сказали: вау, я готов слушать этого человека следующий час. Как ты уже сказала, меня зовут Алина, я руководитель агентства по образованию за рубежом. Нишевое агентство, я бы сказала, даже бутиковое. С нами работает и наши клиенты — это элита Украины, и мы помогаем будущим лидерам мира выбрать правильное учебное заведение, будь то школа, пансионы или университеты. Во всех странах мира или в каких-то конкретных? Как это работает? Моей вообще идеологией являются англоязычные страны. Я стараюсь направлять деток именно в эти страны, потому что там я вижу самые большие перспективы и крутые результаты наших клиентов. Но, конечно же, бывают исключения, и у нас поступают некоторые клиенты как в Польшу, это не англоязычная страна, в Испанию, в Германию. Поэтому стараемся делать так, чтобы детки уезжали в Великобританию, США, Австралию, там, Новую Зеландию или Нидерланды. Но как бы предпочтения у клиентов бывают разные. Или бюджеты, да? И бюджеты. Мы сегодня это обсудим. Разные, поэтому кто платит, тот заказывает. Кто заказывает банкет, да, тот и платит. Понятно. Расскажи про самое дорогое обучение, в которое вы устроили студента. Что это было? Была школа-пансион, которая находится на Манхэттене. Она стоит около $120 000. В год? В год, да. И туда все включено. Ребенок учится на Манхэттене, там шикарные условия, как обучение, так и проживание. Детками занимаются. Туда включены разные активности. Это внеклассные активности, то ли спорт. Это может, ну и в зависимости от направления, на котором учится ребенок. Потому что в школе есть направление медицина, там бизнес или инженерия. То, конечно, активности по данному направлению, то, что туда как бы включаются. И школа вот такой ультра-all-inclusive, я бы сказала. 6-звездочный отель. 6-звездочный отель в центре Манхэттена. Не в центре, точнее, а на Уолл-стрит. Да. Вот прямо напротив Уолл-стрит находится школа, через дорогу находится общежитие со своим ресепшеном. Там, когда ты заходишь в здание, ну, я там была, тебе открывают двери, с тобой там здороваются, общаются. То есть ты заходишь как будто, не знаю, в Ритц-Карлтон, знаешь. Вот, класс. Поднимаешься, и там на этаже уже у тебя есть свой родитель, который занимается тобой, который... Родитель или опекун? Называется... Родитель, но, конечно же, это опекун. То есть родители с тобой никуда не едут. Там есть у тебя как бы замена родителей. Понял. И представляется к тебе такой родитель, который, ну, то бишь опекун, да. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И, в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Окей. Давай обсудим структуру. Я хочу, чтобы у людей была объемная картинка, да? Они сейчас нас смотрят со стороны как бы Польши, бизнеса в Польше, потому что у нас канал на 50 тысяч, который мы собрали, и в основном это предприниматели, которые так или иначе связаны с Польшей. И я хочу дать им базу и понимание того, как выглядит образование наверное, в Европе. Мне кажется, польское, оно не сильно отличается от чешского условно, или, может, ты это опровергнешь. Все стремятся в Америку, наверное, да? То есть
обсудим, как выглядит структура образования здесь, в Европе, и чем отличается она от американского образования. Потому что я знаю, что в Америке есть колледж, да, потом в колледже ты выбираешь направление, и только потом попадаешь в университет, они там учатся как-то дольше. Расскажи это все. Давай в этом всем разберемся. В Польше Все плохо. Или практически. хорошо? Здесь есть неплохие учебные заведения, но я бы не сказала, что... Ну, я знаю два. Университет экономичный в Кракове и Ягеллонская академия. Ягеллонка считается как бы престижной историей. Хорошая история. На самом деле каждое учебное заведение чем-то славится. Во всем мире, не только в Польше. Какая-то киллер-фича есть, да? Или Да. какое-то направление, которое прям... Да, именно так. В каждом университете, даже в той же Лиге Плюща, Мгм. каждое из учебных заведений славится каким-то определенным направлением. Все мы знаем, что MIT, славится там больше инженерии, хоть там есть и другие направления тоже. Мы отлично знаем, что, например, там университет Брайтона или Оксфорда хорошо славится своей медициной, Мгм. а бизнес-направление лучше в Кембридже. То есть каждое учебное заведение славится определенным направлением, какой-то из своих программ. И то же самое касается и Польши. Я бы сказала, что в Польше неплохо получить обучение для тех, для кого это будет определенным трамплином. Мгм. То есть для ребенка обучение в Польше для тех, у кого небольшой бюджет, Мгм. это хороший старт. Хорошая база, да, такая? Хороший старт, потому что, первое, обучение длится 3 года, а не 4, как в Америке. Мгм. То есть мы экономим уже 1 год. Второе, поступление возможно сразу после 11 класса. В Британию или в Нидерланды в исследовательские вузы тебя не примут. Мгм. После 11 класса тебе нужно пройти еще дополнительный год подготовки, это тоже деньги. В Польше бакалавриат длится 3 года. Это недорого, это доступно, легко поступить. Есть очень много программ обмена студентами. Мгм. Поэтому в Польше как трамплин неплохой вариант, в принципе, чтобы себя прочувствовать, чтобы ребенку себя понять, адаптироваться к самостоятельной жизни, попробовать разные программы, какие-то стажировки. Я рекомендую после Польши магистратуру ехать дальше получать куда-то. Мгм. Почему? Потому что все мы знаем, какая среднестатистическая зарплата в Польше. При выходе из польского университета среднестатистическая зарплата, даже если ты на английском языке закончишь, к сожалению, у тебя будет такой, Мгм. о котором мы все знаем. Если ты закончишь обучение в Нидерландах, в Британии, в США, это от 50 до 120 тысяч долларов в год. В год. Мгм. Уже зарплата стажера. Я бы рекомендовала рассматривать Польшу как трамплин, как старт, как адаптация к самостоятельной жизни. На этом все. Хорошо. О каких чеках идет речь? И есть ли стипендия? Если Польша? если мы за Польшу пока говорим. Польша обучение, если мы говорим про англоязычную программу, оно начинается от 2000 евро в год. То есть человек учится на английском языке? Да. Мгм. А если мы говорим про программы на польском языке, это может быть дешевле, это может стоить как 1000, так и 1500 евро в Мгм. год. Я говорю про такие частные, не очень популярные университеты, то есть Мгм. стартовую цену. Если мы говорим про Варшавские университеты или университеты психологии, СВПС и другие, то там тот же Казминский, то там ценник уже от 3-4 тысяч евро и до 10 Мгм. в Польше. Мгм. В то время как за эти же деньги можно учиться в Нидерландах или в Испании. За этот же чек, да? За этот же чек. Украина и Беларусь, да? На какой полке лежит это образование с точки зрения мирового сообщества? Дальше Польша и Европа, с Америкой понятно. Номер 1, да? Или нет? Я считаю, что обучение это, и в принципе образование за рубежом, это не только знания, Да. а и нетворкинг. То есть это знакомство с будущими лидерами мира. Мой лидер мира, знаешь, я расскажу тебе историю про знакомство. Я учился в Киеве в Европейском университете. Он находится на метро Святошино. Я жил в общежитии. И в общежитии жило где-то 1/3 грузинов, узбеков и всяких таких товарищей. Поэтому мой нетворк был примерно со всякими грузинами, которые непонятно потом куда разбрелись. Вот. Но один из них мне написал недавно. Пишет мне в Фейсбуке: «Братан, привет, как ты там? Как ты себя чувствуешь?» Я говорю: «Да, все в порядке, ты как там?» У нее такое еще имя какое-то, Гира, не помню, такое грузинское прям максимально. И он говорит: «Братан, мы тут строим недвижимость в Батуми, давай полякам продавать недвижимость, и будешь инвестировать ты тоже сюда». И вот прям это кейс нетворкинга, несмотря на то, что я учился
в самом странном, продажном, типичном университете, который есть там в Киеве, в Украине. Как же тут в Польше? Ну, тебе, видишь, написал один человек. Да. Чем круче университет, тем лучше нетворкинг. Да? Чем больше нетворк, тем больше связи, выхода, возможностей. Для меня обучение это инвестиция в будущее ребенка. Это не только знания. Да. Знания сейчас мы можем получить в интернете, на курсах. Знания мы можем получить, в принципе, во всех учебных заведениях, если мы даже возьмем там не рейтинговый вуз, рейтинговый вуз, частный университет, государственный университет, одни и те же преподаватели, одна и та же информация. Это интересное наблюдение, да. Это что в колледже, комьюнити-колледже в Штатах, что в Гарварде преподает один и тот же преподаватель одну и ту же информацию, одна и та же лекция. Что здесь в Польше Вистула университет и Варшавский университет, ну, то бишь топ-1 и там топ-50-100. Одни и те же преподаватели. Но люди, которые тебя окружают, это другие люди. А почему это другие люди? Потому что требования университета другие. И, соответственно, они делят людей просто по категориям. Вот и все. Это неплохо и нехорошо, потому что ребята, которые не тянут, например, уровень английского, там, вступительный экзамен, где-то 5 IELTS, да, где-то 7. Смысл тебе учиться с ребятами в окружении с 5, находиться в окружении 7. Ты их принимать не сможешь, понимаешь? Ты материал не сможешь усваивать. Соответственно, ты идешь в университет, где все на 5. Ну, знают английский. Почему? Потому что ты сможешь их понимать, и, соответственно, вам материал будет преподаваться на 5. И вам будет проще усваивать информацию на своем уровне, и в другом темпе вы сможете расти. Если ты супер уникум и как бы постараешься, поднапряжешься, то ты как бы можешь потом сделать трансфер в другой университет. Это тоже возможно. Ты можешь бакалаврат закончить в одном учебном заведении, магистратуру поехать дальше в другое, более рейтинговое, более элитное, эксклюзивное. И детки, они разные. У всех как бы будущее разное. Но возвращаясь к тому вопросу, Украина, Беларусь или там Европа, Штаты, Австралия, да, то я скажу, что информация одна и та же в принципе. Университет — это для меня это дисциплина и развлечение детей. Если ребенку дать книгу и сказать «учи», он не будет этого делать. А в университете есть дисциплина, есть контроль, и это как развлекательный процесс, где ребенок в разных форматах, проектная работа, самостоятельная работа, онлайн-экзамен, там нужно рассказать, сделать презентацию. И ты информацию, соответственно, принимаешь просто-напросто в разном формате, да, информацию. Соответственно, ты общаешься с разным нетворкингом. Люди платят за это. Люди платят за будущее, люди инвестируют, но как бы мои клиенты, они инвестируют в обучение, они не платят за обучение. Это очень-очень существенно разные вещи. И это работает. А можешь рассказать какой-то кейс, как это было на практике? Вот условно есть там родители, они отправили через тебя, через твою компанию ребенка учиться, я не знаю, в Нидерланды, да? Ты что же там, по-моему, училась? Или где? Я училась, и в Польше я училась, и в Лондонской академии я училась, и в Нидерландах я проходила я просто помню курс, Нидерланды. и в Штатах, и в Австралии я была, то есть... Получается, у тебя нетворкинг самый прокачанный, да? Почему я считаю, что я на правильном месте в правильное время? Почему я считаю себя лучшей на рынке? Ну, по крайней мере, даже того же СНГ, потому что я сама с 8 лет прошла этот путь. То есть я сама училась за рубежом, и лучше, чем я, другой агент или менеджер не поймет ребенка, потому что они сидят, получают информацию там из Гугла, где-то себе сидят в городке, да, и в принципе находят в Гугле информацию или спрашивают там у партнеров, если они аккредитированы, у них есть партнеры, они задают им информацию, уточняют ее. Но прочувствовать ребенка, правильно, индивидуально подобрать ему программу, не просто потому, что это рейтинговое хорошо, очень много хороших вузов, а подобрать, исходя из того, что ему подходит, пройти крутую, правильную профориентацию, анализ клиента сделать, в принципе, пообщаться с ребенком, понять, какой у него вайб какой страны, какая цель конечная. Это можно понять только если ты сам прошел через этот путь. Насколько в этом принимают решение родители и насколько ребенок из твоего опыта? 50 на 50. У меня очень разные клиенты. Есть такие клиенты, где папа сказал, типа на юридический. Папа сказал на юридический, папа сказал бизнес, папа сказал психологии, и ребенок делает то, что сказали родители, через слезы, через
Все, что угодно летит от ребенка в чат, но мы делаем то, что как бы сказал клиент, несмотря на то, что мы рекомендуем и говорим о своих рекомендациях. Иногда к нам прислушиваются. Ты знаешь, вот я сейчас, что сейчас хейтеры напишут? Ты же за это берешь деньги, или как выглядит процесс? Или ты зарабатываешь с университетов? У меня есть 2 категории. У меня есть поступление в школы, пансионы и университеты-партнеры, и поступление в ТОП. То есть в университеты и школы, которые просто не подписывают партнерство с агентствами. И, соответственно, если это школа или университет-партнер, то мы берем деньги с клиента, и мы берем деньги с учебного заведения. Если это ТОП, я просто беру больше с клиента, и я ему говорю об этом, и он видит в ценнике, что это не партнер, это топ. Соответственно, мне же нужно как-то компенсировать тот недостаток, который я не получаю, а пихать золотого ребеночка, солнышко, масечку мою в партнера, там, где у него есть возможность учиться в топе, если я вижу по портфолио, да, личному бренду, я не буду. Поэтому я просто говорю, смотрите, у вас есть возможность поступить в топ, идите туда, там круто. Да, мы берем больше за обучение, но потому что это просто финансовая модель компании. Я по-другому не могу. Я завтра не буду существовать. У меня у меня почти 20 человек работает. У меня зарплата, и зарплаты выше рынка. Соответственно, все черным по белому. Все цифры, все расценки, все как бы... Сейчас люди слушают это и задают себе вопрос, почему я должен платить за эту услугу, в чем как бы ценность, почему я не могу сам прийти, если это частный университет, отлистать им котлету и сказать, все, берите моего ребенка. На здоровье поступайте сами, есть такие клиенты, но дело в том, что мы же не просто поступаем клиента, мы ведем его под ключ, он приходит, мы отправляем анкету на 60 вопросов, чтобы понять, в принципе, какой этот ребенок, какая у него мечта, какая цель, какие у него раньше были активности, олимпиады. Это ребенок заполняет, да? Да, с родителями. То есть, чтобы, в принципе, понять, что у него за плечами, чему ему не хватает, что у него уже есть, что нам нужно дополнить. Потом идет профориентация. Мы помогаем выбрать правильную стратегию, правильную программу, правильный факультет. А это же тоже должно коррелировать с профессиями будущего. Да. Не просто, что это бизнес, это должно быть правильно подобрано, потому что детки, которые сейчас поступают, они будут выпускаться в 31-м, в 32-м годах. Это будут совершенно другие времена. Кажется, уже такое будущее, да? Да, и мы поднимаем вот этот World Economic Forum Future of Professions, там, 2030, да, профессии 2030-х годов. Мы смотрим на это, мы понимаем, что будет дальше. И мы сотрудничаем с вузами и делаем выборку университетов частных. Эти программы есть. Потом у нас подготовка к английскому языку. У нас преподаватели, эксперты, подготовка там, по химии, по физике, если это будущий медик, физике, если это какой-то инженер, по химии, по математике, если это бизнес, экономика. Партнеры университета у нас топ-50. Университет Амстердам — это мой партнер. Мы экзаменаторы по математике в этом университете. Это топ-50 мира. Ценность в том, что я выбираю из частных университетов такие вузы, которые предоставляют возможности хорошие в будущем, и говно я не продаю. И поэтому клиенты идут ко мне, и поэтому родители идут ко мне, потому что я понимаю, о чем я говорю. Я вижу, что происходит в мире. Я являюсь спикером ISF по вопросам будущего образования, по вопросам онлайн-обучения. И, соответственно, из-за того, что меня уже наградили таким званием, мне приходится следить за этим, мне приходится в это вникать, потому что меня как спикера вызывают время от времени, чтобы я была готова к этой информации. Поэтому я это изучаю. Мне это также интересно. Но возвращаясь к нашему вопросу, почему ко мне? Помимо того, что мы еще мы выбрали, подготовили всю документацию, мы подаем документы чаще всего напрямую в учебное заведение. Мы документацию круто проверяем. А обычно через посредников или как это происходит? Или что значит напрямую? У меня прямые партнерства с университетами. Я не делаю никаких посредников. То есть, если я не сотрудничаю с каким-то вузом или не хочу туда поступать ребенка, потому что не верю в это учебное заведение, я могу порекомендовать другое агентство. Но у меня прямые партнерства с учебными заведениями, то есть никаких посредников. Там же мотивационные письма, резюме, правильно составленный личный бренд, правильное позиционирование. Мало того, что у тебя должны быть хорошие академические показатели, и ты должен
иметь сертификат по английскому языку, аттестат, резюме, мотивационное письмо, это тоже все нужно составить. Так еще и вся твоя документация должна правильно коррелировать с миссией учебного заведения, с визией учебного заведения, в которое ты подаешься. Ты должен так себя презентовать. Продать университету, чтобы это все просто сложилось в единый пазл. Ты не можешь просто выиграть Олимпиаду по физике, занять первое место в Украине, хорошо сдать английский, у тебя хорошие оценки и поступить на бизнес. Если у тебя просто даже если ты деньги платишь им. Да? Не поступишь ты, потому что нужно было выигрывать Олимпиаду по экономике или математике. А что ты идешь не на инженерию после физики или на какого-то физика? Зачем? То есть это уже идет разные дороги. Плюс в разных университетах разные активности. Где-то какое-то учебное заведение славится плаванием, какое-то теннисом, какое-то футболом, где-то медицина. Разные миссии у учебных заведений, разная визия, это видение, да, бы, и разное позиционирование. А личность должна коррелировать с миссией и личностью, грубо говоря, учебного заведения, в которое ты идешь, с тем, что оно несет, потому что ты будешь находиться в комьюнити и нетворкинге людей, которые с тобой должны совпадать по ценностям. И это все, если клиент может это сам сделать, пусть делает. Но почему идти ко мне? Потому что у меня больше опыта. Я вижу, что происходило с ребятами, с которыми я училась 8 лет, в 9, в 10. И последние 20 лет мои друзья где учились? У меня друзья учились и в Гарварде, и в Колумбии, и в London School of Economics, King's College London, в UCLA, в Лос-Анджелесе, в NYU, New York University, в Miami University заканчивали, в UCL, в Оксфорде, в Кембридже тоже у меня ребята после школ-пансионов поступали. У меня есть крутые кейсы, у меня есть опыт. И ребята ко мне приходят, клиенты, за опытом. Помимо того, что мы правильно подбираем, готовим документацию, мы подаемся, у нас всегда есть гарантированный вариант. То есть мы работаем над тем, чтобы поступить в приоритетный. В идеальный вариант, да, но есть гарантированный. Всегда есть гарантированный. И получается, что у меня клиент спит спокойно, он не переживает. Соответственно, ребенок переживает, но он не переживает, что он... Ребенок переживает, да. Он не переживает, что он не пропустит, мягко говоря, год. Да. Он не пропустит год, потому что мы подготовили ему гарантированный вариант, после которого, если что, он сделает трансфер. Помимо того, что мы делаем это, мы помогаем с визой, мы помогаем с общежитием. После того, как они приехали, точнее, перед тем, как они приезжают, мы делаем ориентационную сессию, мы объясняем, где купить сим-карту, какие шоппинг-центры, магазины, чего ждать. То, что они учат в течение первого года, мы им сразу даем на тарелочке и говорим, что где будет. Какая, грубо говоря, разъем розетки взять с собой. Особенно в Англию. Особенно в Англии, в Австралии, в другие страны. Чтобы ты приехал, если у тебя разрядится в самолете телефончик, и ты захочешь позвонить маме, то ты знал, как это сделать, потому что ты в аэропорту взял, чик, подключил и позвонил мамочке. Это же тоже, это мелочи, но это круто. А как человек, который никогда за границей не был или посетил 2-3 университета, а не объездил весь мир, как я, может порекомендовать и, в принципе, взять ответственность за будущее ребенка в таких деталях? А родители обращают внимание на это. И у нас есть услуга сопровождения во время обучения. Какие-то проблемы с экзаменами, нужны преподаватели, нужна помощь. Они звонят, они к нам обращаются. Конечно, если они не заказали эту услугу и позвонят, попросят помощи, я помогу, это не обсуждается. Но есть такое, что мы на ежемесячной основе контролируем оценки, успеваемость. Я иногда что-то рекомендую, родителям не рассказываю, а с ребенком это обсуждаю. И мне классно, то есть мы друг друга чувствуем, у нас есть матч. И есть еще такая вещь, что я бы сказала, что это такой семейный бизнес, потому что мы поступили, например, одного ребенка в университет, а там есть еще 3 братиков. В школу или куда-то? Да, лагеря, английский язык, летние какие-то программы, преподаватели, школы-пансионы, тоже мы этим занимаемся. После лагеря они же идут в школу, после школы в университет, после университета есть какие-то миграционные моменты. Я через это тоже проходила, и, соответственно, я тоже могу порекомендовать, каким лучше путем это сделать. Потом трудоустройство. У меня есть связи, у меня есть друзья, которые принимают детей, и я могу кому-то порекомендовать. То есть это такой длительный процесс, где ты платишь просто за крутой выбор. Ты можешь с удовольствием это сделать самостоятельно, но тебе придется убить очень много времени, чтобы компенсировать
мой опыт, который я проживала последние 20 лет. Мир разделяется на две категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Чеки, деньги. Хочу обсудить это, чтобы люди понимали, о каких деньгах идет речь. Ты сказала топовый кейс за 120 тысяч. Сейчас часть людей закрыла видео. Они поняли, что им нет смысла дальше смотреть. Но я уверен, что есть и подешевле варианты. Ну, у меня очень разные клиенты. Да, мы являемся бутиковым агентством, которое поступает в элиту Украины и работает с очень вышепоставленными людьми. А кто это? Давай набросай. Я не... Ты не можешь говорить, да? У меня контракт, у меня очень... То есть, если бы я об этом говорила, я бы сейчас была на всех билбордах Украины, мне кажется. Ага. Но это настолько все конфиденциально, что я просто не могу. И поэтому... Ты по контракту не можешь... Продвигаю сама себя. Ты по контракту не можешь... Ну, объясним людям, да, чтобы это не было напыщено, да, чтобы они понимали. То есть ты подписываешь контракт, где ты не можешь раскрывать, что ты вообще с этим человеком взаимодействовала. Ну, с его ребенком. Нет, они меня рекомендуют, они об этом говорят, но по договору, который подписывает мой клиент, который мы же, ну, как бы создали... Да, даете? Там о неразглашении, как бы. Хорошо. Скажи, что это за люди в плане должностей? То есть кто это? Это Смотри, депутаты, которые сидят... Есть детки депутатов, конечно же. Есть дети очень знаменитых блогеров, юристов. То есть это, я говорю о людей, у которых там 2-3 миллиона аудитории. И просто очень знаменитые люди, там юристы, доктора, очень много депутатов, министров. Как тебе работать с людьми? Ты же с родителями взаимодействуешь. Кто из этой всей категории социальных групп, да? Кто из них самый странный, чудной какой-то, непонятный для тебя? Или все как бы... У меня всегда складывается диалог с родителями. Были ситуации, когда мой менеджер не мог понять клиента, и клиент немножечко начинал возмущаться. Я просто звонила, и в течение 2 минут клиент уже говорил: Алиночка, как бы, конечно же, да, вы правы, мы понимаем, почему так вы поступаете, так или не иначе. Лозунг вообще Стадигри — это вначале будущее ребенка, потом все остальное. Доношу клиенту, что для меня в приоритете сейчас там не сердечко вам отправить, а сделать так, чтобы будущее вашего ребенка, ну, как бы деньги, которые вы инвестируете, были направлены в правильное русло, и чтобы время было тоже проинвестировано правильно. Они меня слышат, не только слушают, но и слышат, и мы находим общий язык. И у меня не только большинство, у меня элита Украины, у меня есть очень-очень разные классы людей, и потому что ко мне обращаются разные классы людей, я открыла фонд помощи детям, и мы будем спонсировать обучение детей, у которых там нету родителей, детки, которые не могут себе этого позволить. Это наши украинцы или это по всему миру вы детей берете? Ну, то есть кого вы, как детей, кому вы помогаете? Кто целевая аудитория? И начинаем, конечно же, с Украины. Но буквально на днях у меня был созвон с офисом в Стокгольме. Там организация помогает женщинам Афганистана получать образование, потому что с 2021 года, по-моему, у них разрешено женщинам давать только 6 классов обучения. То есть они даже не могут закончить среднее обучение, чтобы потом поехать учиться за границу, несмотря на то, чтобы уже, в принципе, не знаю, даже уже визу получить. То есть там большой кейс, там сложно. Это как бы решаемо, я знаю, как это решить, но начинаю, конечно, я со своих сограждан, с Украины. И поэтому у нас разные клиенты. Есть клиенты, которые, ну вот, поступают в Польшу. Обучение стоит 2500 евро. Не вижу проблемы, почему я не буду с ними работать. И я не могу сказать, что этот клиент хуже, или я к нему буду относиться лучше, или предоставлять сервис хуже. Нет, у меня такого нету. И это правило для всех команды. Потому что клиент, который даже не может себе позволить обучение за $500 в год, может порекомендовать меня тому, кто может. Совершенно все равно, кто со мной за столом будет сидеть. Депутат, человек, который может... Или депутатша.
Да, депутат, Депутат человек, или который депутат? моет окна. И не только в компании, это, в принципе, мое позиционирование по жизни. Да. То есть для меня все люди, я их воспринимаю одинаково. То есть нету какого-то разделения. Просто я себя так запозиционировала, потому что, так произошло, и мне так комфортно, и это учебное заведение, в которое я верю. И, к большому, сожалению, они дорогие. По поводу ценника. Да, Чеки. Польша, как я уже говорила, в зависимости от языка. От двушки до 10 тысяч, да? Но мне кажется, От там, двушки до 10. там, где 10 тысяч, как я согласен с тобой, что нет смысла учиться уже тогда в Польше. Это точно будет на английском. А если на английском, то есть смысл а-ля ехать куда-то дальше, да? Испания, Нидерланды, еще что-то. Есть такая вещь у меня, как эксклюзивное партнерство. И, например, у меня есть с одним американским университетом подписан договор, что на сайте для всех это стоит 15 тысяч. В Мадриде есть университет. Для моих клиентов это 7,5. 50% скидка для украинцам. Поэтому я могу спокойно говорить, что да, в Испании это дешевле. Люди зайдут на сайт, увидят, что это стоит 15. Я могу сдать за 7,5. А купят ли клиенты услуги компаний? Бесплатно, считай, поступит. Плюс еще и сверху там останется X5. То есть еще заработает. Да. Хорошо, давай сейчас пройдемся по университетам, а потом по услугам. Хорошо. Сколько это стоит? Чехия? Чехия, нужно заинвестировать первый год 5000 евро и потом учиться бесплатно на чешском языке. Потом, правда, непонятно, что с этим чешским языком делать, но окей. Я не знаю, что там делать. Есть и на английском языке обучение, но оно, в принципе, стоит, как и в Польше. Ну да. Потом у нас идет Испания, Италия, Нидерланды, я бы так сказала, Франция. Это чек от 7-8 тысяч евро и там до 15-17 тысяч евро в зависимости от университета и программы. Потому что есть фэшн-направление, есть медицина. Например, в Милане, да? Например, в Милане это будет стоить от 15 тысяч. В год, да? В год, да. Есть университеты и за 8-10, но, в принципе, где-то 15 тысяч. Угу. Я говорю про фэшн-направление. Получается, это нужно закладывать обучение ребенка, да, допустим, какой-то там фикс, и плюс еще на ребенка нужно закладывать еду, жилье. Это вот минимальный набор, да? Да, ты отдельно платишь за проживание, за обучение, за питание, транспорт, страховка, визы, билеты. Проживание чаще всего возле университетов, то есть в каких-то общежитиях, или же в большинстве стран студенты сами ищут себе там жилье, кооперируются как-то? Я партнерюсь с общежитиями, и я топлю за то, чтобы клиент жил в общаге. Жил в общежитии хотя бы первый семестр, потому что они вместе могут там сгруппироваться. Да. Они друг дружке рекомендуют, помогают адаптироваться. Они рекомендуют, куда пойти. Они вместе могут подружиться или куда-то пойти дальше. Ребята, которые изначально снимают квартиру, или они изначально уже самостоятельные, и родители понимают, что у них и так все будет хорошо, или же они медленнее просто адаптируются. А в Америке вообще есть такое правило, что если ты первокурсник, то ты не имеешь права, ты не получишь визу, если ты не проплатил первый семестр в общежитии при университете. То есть ты не можешь получить визу, если ты хочешь жить не при университете. Почему? За что они переживают? Почему для них это важно? Для этих вузов американских. Чтобы ребенок адаптацию смог быстрее, адаптироваться, да? чтобы он был в безопасности. Это же очень важно. Они отвечают за безопасность. И университет отвечает за безопасность ребенка первый год. В том числе, да? Да. Угу. Особенно наши масики заканчивают школу в 17 лет. Раньше, чем там, да? А там во сколько заканчивают? По-разному, потому что... Мне так по ощущениям в 19 где-то. То есть там не в 17, как у нас, а где-то к 19-20 годам они заканчивают. Да, я же говорю по-разному, потому что там другая система обучения. Да. В Америке, например, есть возможность во время школы, там начнем с того, что 12 классов, и в Америке есть возможность во время обучения в школе закончить первый или 2 первых курса университета. Нормально. Даже есть такие программы. Они сложные, потому что там идет перенагрузка по предметам. Для масиков, которые хорошо учатся, для такие маленькие масиков. гении, да, у которых хороший английский язык, спокойно это можно сделать, закрыть кредиты
во время школы и потом поступить на 3-й курс университета. И по американским давай набросай чеки. Какие там чеки за американский универ? Я хочу Еще Британию Гарвард. скажу. Вот Британия, вот где-то 15-20, я бы говорила, 20 тысяч фунтов в год обучения. Америка, есть университеты, которые стоят, от 20 тысяч долларов и выше. Угу. Но в среднем наши клиенты платят от 25 до 50. Угу. Вот чек там 40-50. Это, в принципе, уже очень хорошее учебное заведение. Попроще, но тоже хороший университет, и тебе откроют визу. Это 25, 28, 35. Угу. Вот. Почему такая цена? Потому что, опять же, у меня эксклюзивное партнерство с университетами, и нашим клиентам дают очень классные скидки. Угу. Там 8, 12, 15, 25 То есть это прям тысяч реальный долларов. кейс? Так, а вот для B2C розничного клиента это стоит 25 тысяч, а через тебя он приходит и такой, типа, на 20 тысяч или 15. Понимаешь, возможно, Почему? если Зачем он университет напишет в это делает? университет, ему дадут такую цену, но вряд ли, потому что университетов 5 тысяч. Откуда ты знаешь, какой университет какие дает опции, услуги? Угу. Но чаще всего это эксклюзивное партнерство. Но бывают такие вузы, которые, легко могут дать тебе стипендию. Угу. И напиши, на здоровье пиши в университет, и хоть сделай рассылку, и посмотри, кто что сможет тебе предложить. Но ты что-то должен за собой иметь. А я знаю, что этому университету нужен спортсмен. Этому тот, кто по бизнесу хочет получить стипендию. Третьему университету нужен будущий там, медик или медсестра. И они за вот эти вот направления, за эти группы могут дать такую-то скидку. Этим главное, чтобы был хороший скидку. английский. Угу. И, соответственно, они дают вот такой scholarship. Мы правильно оформляем документацию, мы правильно это отправляем в учебное заведение, и я их просто мэчу и понимаю, какое учебное заведение, какую может дать скидку. Где-то у меня есть эксклюзив, где-то его нету, но я знаю, как его применить. То есть, из-за того, что очень много информации, связей, я очень знаменитая в индустрии университетов и школ. Широко известная в узких кругах. В индустрии обучения, образования партнеры меня хорошо знают. Мы даже получили несколько наград там, в 23-24 годах за качество студентов, которые мы там прислали. Которые вы их поставили. Да. Как долго этот весь процесс длится? Мы вот за кадром шутили, что, может, надо еще во время беременности готовиться к поступлению. То, что звучит сложно, как процессуально звучит непросто. Мне кажется, карту по быту даже легче получить в Польше, чем поступить куда-то в хороший универ. Можно поступить за месяц, можно поступить за 4 года. Все зависит от того, какой у вас личный бренд, сколько у вас денег и какая конечная цель. А в этой пропорции насколько деньги являются, сколько они забирают на себя процентов важности? То есть, условно, 90% это просто, если у вас есть нормальная котлета, вы ее приходите, даете, и все. А 10% это личный бренд и все остальное. Или же по-другому как-то? Не так. А какая процентовка? Я не буду говорить за процентовку, потому что все очень индивидуально. Я не могу так разделять клиентов и людей. Все очень индивидуально. Я объясню, почему. Потому что если ты хочешь поступить в Лигу Плюща, готовиться нужно, если не с беременностью, то хотя бы за 4 года до поступления. Потому что университет запросит в 11 классе, в начале 11 класса, оценки за последние 3 года. Угу. Прям как на карту резидента в Польше. Доходы за последние 3 года. И поэтому ты должен уже здесь показать академическую успеваемость хорошую. Да. Помимо этого, если мы говорим про рейтинговые учебные заведения, ты показываешь академическую успеваемость, английский язык должен быть уже крутым. То есть это не какая-то 6 по IELTS, это 7, если не 8 и не 9 из 9. Спортивные достижения. То есть ты реально должен показывать какие-то грамоты или прийти и сальто сделать у них там Если ты хочешь поступить в Лигу Плюща, ты должен быть на мировом уровне. Каким-то быть атлетом, да? Да, на мировом уровне. Да. А сколько Лига Плюща стоит? Какой чек средний? От 50 до 90. Где-то так. То есть это если это там 50, 2 года 100, 4, 200 тысяч за 4 года, да? Плюс еще жилье, туда-сюда. То есть медицина еще дороже. 500 000 иногда выходит. Да, то есть по кругу я правильно понимаю, что если мы говорим за топовые университеты мира и такой средний чек, да, то это где-то 500 000 за 4 года стоит обучение ребенка. То есть это история для миллионеров. Нет, потому что если ты
В том-то и дело, что если у тебя крутой личный бренд, Да. тебе автоматически дают стипендию. Да. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого, подаешься ты на стипендию, не подаешься. Просто автоматом ты получаешь стипендию. А, И был кейс, когда... как получить стипендию? Вот Был- надо это разобрать. Ну. Был кейс, когда мальчик получил 100% стипендию в Гарвард. А на какую позицию? На кого он обучался, не помнишь? Ну, мы поступали на магистратуру. То есть чисто отдельно на магистратуру. Это у него был бакалавр, да? Где Был ты закончил? бакалавр в Украине, поступал на магистратуру, показал, что смог открыть стартап. Это было во время войны. Мгм. Показал, что смог открыть стартап в Украине. Мгм. Показал, как он его менеджерил во время бакалаврата, Мгм. сколько денег он там собрал, чтобы помочь. И ему дали 100% стипендию. В Классный Гарварде. кейс. Да, и Но все равно, и получается, ему нужно оплатить, найти где-то деньги на все жилье. оплачивают, все Или- оплачивают. Все. Перелеты, оплатили перелеты, проживание, ежемесячную стипендию дают, там что-то 1500 или 2000 долларов, оплачивают обучение, А, ему еще сверху стипендию даже дают. на вещи дают, выделяют деньги на шмотки, то есть на Офигеть. вещи. И есть разные стипендии. Например, у меня в компании есть стипендии от наших партнеров, иногда бывают на проживание бесплатное, полностью покрываются. Бывают стипендии на обучение. Какую-то сумму там от 10 до 50-60% я могу снизить в школе-пансионе или в университете. Мгм. У меня таких много клиентов, потому что все знаем, что происходит со средним классом сейчас в Украине. То есть вместо 50 тысяч фунтов у меня клиенты платят 25 в школах, пансионах Британии. Бывают такие стипендии, которые покрывают прям полностью все и дают тебе еще сверху что-то за это. Поэтому если ты атлет по теннису, там занимал какие-то призовые места, и ты можешь это доказать в Гугле, да, что как бы это прописано, то, скорее всего, ты, если не бесплатно будешь учиться, то как минимум тебе сделают там 70-60% scholarship и могут еще сверху там выплачивать какую-то $1000 на личные расходы во время обучения. Мгм. Но нужно правильно презентовать себя, нужно Но я написать теперь мотивацию. понял про личный Да. бренд. То есть я правильно понимаю, что чисто технически ты можешь сэкономить 100-200 тысяч долларов на обучении, если до этого ты проработаешь личный бренд своего 100%, ребенка? Да. Поэтому если Так это, прикинь, как классно. Это ж можно отдельную услугу продавать. Конечно, Ну, но это допустим, очень много работы. Я просто как предприниматель сейчас думаю, да, и смотрю на это. Смотри, есть дети, 10 детей. Мы берем, запаковываем кого-то как предпринимателя, стартапера, пишем несколько статей на Forbes.ua. Forbes как бы понимает, да, и Forbes.ua Я тоже. там есть. Да, я не сомневался. Это прекрасно. И мы запаковываем с него личный бренд, делаем ему инстаграм-страничку, в инсте покупаем галочку платную, делаем там 10, 20, 30 тысяч подписчиков в инсте, такие подаемся в Так Гарвард. не будет работать. Не? Они не настолько тупые, они прям чувствуют, даже когда... Я не знаю, как они знают, но... Это все ФБР. Это американский ФБР. Возможно. Но я знаю, что... Ты понимаешь, в некоторых университетах такого уровня есть интервью. Мгм. И они во время интервью понимают, Они ты тебя соврал разносят, в резюмешке или нет. Они Но разбираются. они разносят, там тебя прессуют как-то морально или нет? Как ты думаешь? Что твои студенты говорят? Ну, Где, типа, на знаешь, интервью? Да, ты Так я садишься, интервью сама иногда у своих клиентов. прокачиваешь их, да? Да. И как это происходит? То есть насколько разнос идет? Хорошо задаю вопросы. Мгм. Я прям так их сильно хорошо готовлю к интервью. И Основной момент, чтобы человек не соврал, или чтобы он... К чему ты их готовишь? смотря к какому университету и какому интервью. Они же очень разные. Просто, знаешь, ты пытаешься как будто это все... Конечно, да. Вот ты пытаешься это все как-то вот так Это у меня такой... совместить, да. А навык. я не могу, потому что каждый ребенок очень индивидуален. И Да. мне за это платят деньги, чтобы я их всех под одну Да, не, ну мы ж в масс-маркет не засовывала. Мы пытаемся сейчас выработать фрейм или канву какую-то. Я понимаю, что сам разговор с каждым про разные вещи, но сама специфика, она там похожа. Этого к спорту готовим, а этого там к бизнес-вопросам готовим. Я так себе это представляю. Есть разного уровня интервью. Есть интервью просто знакомства, есть интервью дизайнеров, будущих, есть интервью, то есть там они должны про определенные вещи говорить. Там, Типа архитектура, дизайн интерьера, это имеешь в виду, или сайтов? Дизайн интерьера, вот это UX, UI дизайн. Есть окей. сейчас в виртуальной реальности тоже уже новые архитекторы рождаются. Да. И как бы об этом нужно знать, про это нужно говорить, нужно понимать
программу. Но если так ты хочешь прям все, как это называется, обобщить, Да. то обобщу тебе. Не обесценивая. Не обесценивая, Обобщу, но не обобщаю. обесценивая. И хороший, кстати, вот это нужно запомнить всем. Когда ты идешь на интервью, посольство, консульство какой-либо страны, а тем более на интервью в США, когда ты проходишь интервью при университете или школе, самое главное, что нужно знать, это куда ты едешь учиться, зачем ты едешь учиться, что ты там будешь делать. То есть, грубо говоря, нужно говорить правду. Я еду в такой-то университет, находится там-то, такая-то программа. Хочу это учить, потому что мне интересно в будущем своем стать тем-то и тем-то. У меня будут такие-то, такие-то преподаватели. Моя миссия такая-то, она, совпадает с миссией и ценностями этого учебного заведения. Я хочу конкретно эту программу, потому что мне нравится 1, 2, 3. Я этим живу. И вот мои доказательства за последние 4 лет, если не больше. 4 года. Вот я вам доказываю, что я хочу стать крутым предпринимателем, и мне нужен вот этот вот доктор, который у вас, PhD, да, доктор, который у вас преподает, потому что он сейчас занимается, искусственным интеллектом, или он в каких-то биотехнологиях разбирается, развивает новый стартап. Я хочу к нему присоединиться, потому что его ценности совпадают с моими, миссия с моими. И за последние 4 или 10 лет я как раз вот этим вот интересовался. И в детстве, когда я родился, я вообще сидел на пляже, смотрел прямо, на море или океан, плыли волны. Я подумал, почему бы людям не помогать? И вот это прям у тебя с детства идет. И это все нужно продумать так, и желательно, чтобы это было правдой. Что вот это консул тебе поверил, что интервьюер тебе поверил. И это должно быть пазлом, логично все сопоставлено, структурировано и описано не только в мотивационном письме, не только в резюме, но и это должно быть подтверждено твоим опытом прошлым. Если ты хочешь в лигу, чем выше ты хочешь, тем больше в Гугле должно быть про тебя информации, тем больше должно быть на листочке доказательств, которые они, кстати, не всегда проверяют. В большинстве случаев они не проверяют. Но если запросят, надо показать. Так еще ты хорошо должен разбираться и сделать крутой ресерч по учебному заведению. Но это если мы говорим про университеты. Есть же еще школы, пансионы, где очередь 3-4 года. Такое тоже бывает. А и сколько стоит услуга ваша? Какой средний чек и как ценообразование? Просто понимать, о каких цифрах идет речь. Условно, человек поступает, и вы помогаете ему поступать. Мусику или Масику? Масику. Я называю их масечками, да. Масику помогаете поступать, и он поступает в средний какой-то универ, а-ля 10-15 тысяч долларов. То есть это не 50 тысяч в год, а 10 тысяч. Как происходит ценообразование? Если у него уже... Вот он поступает в учебное заведение, там наш партнер, я понимаю, что это хорошая, правильная программа, я понимаю, что у ребенка там все будет хорошо, и у него, например, хороший английский, ему не нужно к этому готовиться, мы возьмем 1500. Если я понимаю, что там больше работы... Гривен, да. Понял. 1500 евро. И это за комплекс, за конечный результат в виде его правильного поступления, да, подобранной программы, универа, программы и поступления. Да, это более-менее мы уже понимаем, какое направление у человека. Есть английский язык, мы просто помогаем ему сдать экзамены, тоже делаем профориентацию, анализируем профессии будущего, анализируем личный бренд клиента, правильно все оформляем, подаем документы, помогаем с визой, с проживанием. Это все где-то так будет стоить. Если мы говорим про подачу в большее количество учебных заведений, подготовку к тому, чтобы ребенок сдал экзамены лучше, чтобы проработан личный бренд был лучше. Я же подключаю экспертов тогда уже. Да. А у меня есть эксперты, которые, выпускники Гарварда, а есть эксперты, которые сидят, мои... Винницы. Да. И разного уровня в разные университеты нужны эксперты. Да. И, соответственно, услуга уже растет в цене. Потому что, мне нужно же окупить это. И мы доходим до 4,5-5 тысяч евро. И это средний чек по рынку, по конкурентам? Или конкуренты меньше берут? Вообще... Я просто пытаюсь... Вообще мои клиенты покупают пакеты 2 503.
Я как предприниматель пытаюсь для себя составить смету. Поняла? Вот у меня есть ребенок, мой спиногрыз, и я такой думаю, надо какую-то смету понять. Вот хорошо, я долго работал, претерпел в этой жизни, построил бизнес или хорошую карьеру в корпорации. Понимаю, что родился мой Масик. Масику хочу дать классное Масечка, да. Масечка или Масик. Хочу дать классное будущее ему. Все, мы разобрались. Универы, как бы первый эшелон, давай так, нулевой эшелон, это возможность поступить на стипендию, да, если за выдающиеся результаты в спорте либо в твоем направлении ты можешь поступить на стипендию. Зафиксировали. Дальше. Я могу пойти в так называемый, я это для себя так называю, там, в тир 3 университеты. Тир 3 это значит там 10 тысяч долларов в месяц. Да. Тир 3 это я учусь на чешском, но и это все равно лучше, чем если я учусь в каком-то там Винницком политехническом университете. Да? Угу. Ну, скорее всего, что так. Все, 10К. Следующая категория, это, я так понимаю, где-то там 50К. Я думаю, нет, это от 20 и выше. От 20 до 40. От 20 до 40, и потом от полтинника и to the moon. Да, и to the moon. И я пытаюсь, я почему там спрашиваю за услуги, мне надо понять, хорошо, все, зафиксировали 10 тысяч, соответственно, у меня есть расходы еще на жилье ребенка, дополнительные расходы, есть еще 1,5 на ваши услуги, правильно? Ну, минимум. То есть это одно учебное заведение, университет, который мы выбрали, подобрали, все, поступаем туда. Если мы хотим поступить в большее количество университетов... И качнуть моего спиногрыза так, чтобы он туда с ноги залетел. Да, это 2,5, там 3,5, и мы как бы на этом с вами сошлись. Он с ноги залетает в Гарвард, говорит, так, ребята, такая ситуация, я в падл играл в Украине. Лучше, чем испанец, лучше, чем испанцы. Да. Пожалуйста, вот есть подтверждение, личный бренд, все дела, и его берут в Гарвард, и всем счастья, да? Ну, за Гарвард будет дороже, потому что нужно 4 года это делать. В принципе, в среднем мы готовим от 6 до 20 месяцев. Зависит от подачи в какое количество университетов. Чем больше подача в большее количество университетов, тем дороже будет услуга. Все, чем выше рейтинг, тем дороже. Чем меньше университетов, меньше требования по учебному заведению, тем дешевле услуга. Потому что нам это дешевле. В конечном итоге с одного клиента я получаю одинаково, я уже объясняла. Да. Поэтому смотри, так и клиентам объясняй. Дополняются плюшки. Это вот сейчас было идеальное объяснение, чтобы ты понимала. Вот для меня, как для родителя и кожедуба, который как бы не разбирается в этих университетах, это было сейчас идеальное объяснение. Хорошо, давай сейчас про Масиков обсудим. И у меня вопрос про кейсы, да, к тебе, и вопрос про целесообразность. Есть такое возражение у людей, что типа зачем мне поступать, зачем мне ребенка давать в универ, пусть там поучится, научится на кого-нибудь и сразу идет там занимается бизнесом, строит карьеру, потому что на самом деле ничему там уже не учат, и образование отмирает. Я согласна с тем, что ребенок может, не получив высшее образование, стать миллионером, если не миллиардером. Но путь будет сложнее и дольше. Все. Если он этого не сделает, да? Если он не пойдет учиться и не обзаведется правильным нетворкингом, путь, выход на миллион, если он не какой-то гений или там не повезло, но мы говорим про меньше, чем 1%, будет дольше и сложнее. Я сама прошла этот путь, и я отлично знаю, и у меня друзья мои проходили этот путь, и я отлично знаю, как это выглядит. Давай расскажи кейсы Масиков. Например, есть мальчик, который закончил экономическую кибернетику в Украине, в КНЕУ. Поступил в Лос-Анджелес на IT, на магистратуру. После этого он трудоустроился в большую компанию в Гугле на работу, и, соответственно, он там учится, он получает лям, потому что он очень крутой. В год? Да, потому что он крутой проект. То есть он получает $1 миллион в год за то, что он хороший проект. Да, но прошло уже 7 лет, если что. Просто я понимаю, на всякий случай, что не после выпуска. Да, $1 миллион сразу не упал на голову. Да. Хорошо. Есть кейс, когда мальчик
поступил тоже в Майами. И он там познакомился с ребятами, с которыми они сейчас там решили... Вот он закончил MBA, они решили начать строительство. В Майами сильно не построишь, конечно, я там жила, но они там делают какие-то проекты сейчас. И все это ребята, которые из университета. А есть девочка, которая сейчас занимает очень крутую топовую позицию Philips в Нидерландах. Она закончила бакалаврат и потом сразу получила стажировку Philips. Сейчас она работает там 3-й или 4-й год, очень хорошо себя чувствует, зарабатывает, купила машину и уже получает паспорт голландский. То есть помимо этого. Есть у меня знакомые, которые закончили школу-пансион в Британии, смогли поступить в UCL, это топ-5 университетов Британии, да. И, соответственно, после этого проходили стажировки в там Rolls-Royce. У меня есть даже мои друзья, которые закончили школу-пансион в Британии, смогли поступить в UCL. Это топ-5 университетов Британии. После украинской школы ты не поступишь в университет на первый курс в топ-5 Британии, потому что вообще в британский вуз не поступишь, потому что разные системы образования. Ну, после 11 класса. Тебе нужно все равно это 12-й год закрыть и проучиться там или на первом курсе университета в Украине, или на подготовительном курсе в Британии. И, соответственно, после UCL получили крутую стажировку там в Rolls-Royce, в других инвестиционных компаниях. Сейчас работает в фонде, зарабатывает дофига. И просто я вижу, как крутые там ребята после просто хорошего образования, хороших учебных заведений. Я вижу, как они трудоустраиваются, я вижу, как они там открывают свой бизнес, я вижу, как они интегрируют, как они эмигрируют, как они получают крутые документы. Вижу реально успешные кейсы. Кто-то стал там супер популярным блогером, потому что поступил на фэшн-маркетинг. Тоже why not? Девчонки тоже таким занимаются. Но это же тоже где-то нужно делать, это же нужно с кем-то делать, кто-то тебя должен продвигать, они между собой как бы друг дружке помогают. Это, конечно, звучит странно, но что отличает успешных детей от неуспешных? Я уверен, что все равно конверсия в успех, если мы возьмем хотя бы просто одну составляющую, это деньги, да? Деньги — это не равно успех в жизни, да? Камон, ну, типа, мы же все тут в реальном мире живем, да? И мы хотим обеспечить безопасность, финансовую защищенность своих детей путем получения для них классного образования, они потом после него выйдут и будут зарабатывать кучу денег, да? Вот подумай вот над чем. Что из твоего опыта и твоей насмотренности отличает успешных детей от неуспешных? Что они делают, вот те неуспешные, что они делают не так? Какие они допускают ошибки, возможно? Они сидят и ничего не делают. В принципе, как в бизнесе, как в жизни, как во всем. Например, в университете есть какая-то конференция, в которой они могут принять участие. Им просто нужно записаться. Они туда не идут. Есть бесплатные стажировки, где тебя могут трудоустроить летом. Ты просто туда не идешь. То есть они там куролесят условно или чилятся? Они ничего не делают. То есть есть такие, которые даже не выходят из дома. Даже они на вечеринки не ходят, и там не нетворк. То есть родители платят деньги, инвестируют деньги в их обучение, чтобы они знакомились, чтобы они обменивались знаниями. Помимо того, что они учат материал крутой, так они еще и не пользуются возможностями. Они сидят, они не берут дополнительные предметы, они не знакомятся, они не путешествуют, они стараются там, быть лучшими. Я не говорю, что нужно быть там, супер лучшим в классе, но нужно хотя бы разбираться в предмете, который ты выбрал. Потому что от этого зависит потом твое трудоустройство там, или, возможно, там, открытие какого-то проекта, да, или участие в каком-то проекте. Потому что ты должен разбираться в том, что ты учишь. Вначале стать специалистом, поработай на кого-то, а потом это на тебя работать будет. И поэтому здесь я бы ответила, это проявление. Нужно уметь о себе рассказать, себя показать, о себе заговорить. И если тебе дается шанс, возьми его. Потому что иногда один билетик, который ты возьмешь, он может просто-напросто решить всю твою жизнь.
и поменять ее на 180 градусов. И я всем детям говорю, есть программа обмена студентами, берите, едьте, это спонсируется Европейским там, Союзом. Есть какая-то стажировка, которую вам предлагают, или волонтерская какая-то деятельность, поедьте, попробуйте. В таком возрасте, когда еще ваш мозг нормально функционирует, когда нейронные связи еще могут спокойно, гибко там, развиваться и проводить все эти процессы нужные, когда у вас еще до 25 лет же формируются там, и ценности, формируются, в принципе, взгляды на жизнь. Личность, когда все еще личность, да, когда все еще намного легче, пользуйтесь, пробуйте себя в разном. У меня есть детки, которые поступили на бизнес, потому что папа сказал или мама. Но мечта была режиссером. Что с этими детьми потом происходит? Слушай, мечта была вот режиссером стать. На второй год перевелся на режиссуру, мы помогли. Ну, хоть перевелся, да, а то мог бы Ну, мог бы, да. застрять Но там. ключ к тому, чтобы быть успешным, это проявление. Если университет, а он предоставляет, или школа, а школа предоставляет тебе какую-то возможность проявиться, в чем-то поучаствовать, просто не сидите на месте, что-то делаете. Все. Так же, как и при поступлении. Нужен английский язык. Сядь за 3-4 месяца, выучи его, сдай этот экзамен, забудь уже про этот экзамен, иди себе дальше. Прекратите, дети там откладывать это все. Кому-то... Что бы ты посоветовала родителям? То есть с детьми я понял, а теперь вот с родителями. Потому что, по сути, нас сейчас смотрят родители, а не дети, да, и они думают, окей, это все классно, но столько нюансов. Бывает, сам своего ребенка не можешь понять, да, потому что ребенок сам себя не может понять. Как вот не ошибиться в этом пути, да, который ты выбираешь? Как не ошибиться с этой компрессией, которую ты можешь или не можешь делать? То есть такая дилемма, знаешь, с одной стороны, давить на ребенка, потому что ты взрослый, ты лучше знаешь, ты знаешь, что его в этом, черт возьми, мире ждет, да, а с другой стороны, как-то не хочется ему навязывать свою картину реальности, не хочется его давить. Вот пусть он сам, как птица в небесах, развивается. Что бы ты посоветовала родителям? Рассказываю. Первое – это язык. То есть, так как мы из Украины, мы украиноязычные, русскоязычные, я рекомендую инвестировать максимум в языки ребенка. Да? Потому что нужно инвестировать в ребенка то, что никто у него не сможет забрать. И я это говорю всем своим клиентам и родителям. Вы это должны лозунгом компании сделать. Это лозунг прям бьет в сердце родителя. Это то, что... это ценность моя, и я эту ценность несу, как и англоязычные страны, как бы в компании. Как и то, что вначале будущее ребенка, потом все остальное. Не потому, что я там стараюсь кем-то таким быть, потому что я была на этом месте, и я понимаю, зачем это нужно. Язык. Да. Спорт. Язык мы говорим сейчас все-таки про испанский, английский. Я говорю про английский, я говорю про английский. Мне кажется, английский все-таки все равно база, да? И английский, пожалуйста, я вас умоляю, инвестируйте в английский ребенка, чтобы он потом за год до поступления не мучился, не плакал, не депрессовал. У них такая депрессия на фоне этого английского языка. Я вас умоляю, пожалуйста, инвестируйте в язык ребенка. Вот чем больше языков ребенок будет знать, тем лучше будет работать у него и разум, тем больше он будет соображать, тем с большим количеством разных культур он будет знаком. Пожалуйста, инвестируйте в английский язык как минимум. Это прям база. Это база. Окей. Потом какое-то хобби, какая-то активность, какой-то спорт. Это не забрать у ребенка. Пусть пробует. И дайте возможность ребенку пробовать. Если мальчик не хочет ходить на плавание, а хочет ходить на футбол, пусть он ходит на футбол. Возможно, это будущий, Криштиану. Мы никогда не знаем, что это может быть. Поэтому просто давайте ребенку пробовать разное. Не лимитируйте его своими какими-то болями или незавершенными целями и мечтами в жизни. Потому что есть родители, которые мечтали стать балериной, какая-то мама, и заставляют свою дочку ходить на гимнастику и на балет. А дочка хочет просто-напросто, чтобы не отстали. Она хочет рисовать, не знаю, какие-то дизайн-картинки, и она их уже могла бы давно продавать за, не знаю, несколько тысяч $. Или сделать стартап, в этой теме. Конечно. А до сих пор есть эти родители, которые пытаются через своих детей реализовать свои... Очень много. Свои детские травмы. Очень много. А сколько? Мне интересна процентовка. 60%, 50%, 90%? 40%.
40%. 40 как минимум, да? Вот если так взять, да. Пытаются, Ты же понимаешь, вот, решают за детей. это же их непроработанность, да? То есть это непроработанность родителей, которые экстраполируют свои какие-то там детские травмы, Да. и то, что они недополучили на своего ребенка, который, в принципе, тут ни при чем. Полностью согласна. И рейтинговые университеты. А что происходит, когда мы, как агентство, выполняем свои обязанности? Смотри, папа говорит, он должен учиться в топе. И я говорю, будет сделано. Я же знаю как? Знаю. Я говорю, но не рекомендую. Но хотите вашего топ. ребенка, Поступила вас в топ-50. Что происходит через год после того, как ребенок проучился там год? Он не сдает экзамены, потому что я говорила, ребята, он не сдаст, он может не потянуть. Потянет, дадим ему репетиторов. Ну, иногда это просто невозможно. И ребенку иногда нужно дать бакалаврат, проучиться в хорошем, крутом учебном заведении, возможно, не топ-20, не топ-50 мира, но в классном, офигительно крутом учебном заведении, которое ничем не хуже топ-20, топ-50, просто немножечко легче. И на магистратуру поступай себе хоть в топ-1 мира, я вас умоляю. Но дайте ребенку адаптация, самостоятельная жизнь, новая в принципе, программа обучения другой страны, новое окружение. Это и так очень много стресса. Они еще их пихают типа в топ-20, топ-50 мира. Я это делаю. Но нужно слушать своего ребенка, нужно понимать, какие у него способности и таланты. Давайте ему пробовать очень много разных сфер, в принципе. Там не нужно его зацикливать на какой-то одной сфере. Пусть он пробует разные. То есть и разные он сам кружки, остановится на этом. Приводить его на разные кружки, поприводить его на разные работы, профессии, чтобы он там, будучи маленьким, посмотрел, да, как эта работа выглядит. Ну, то есть во взрослой жизни, как она будет выглядеть. И обращать внимание на его интерес. Да. А тут так получается, он думал, что это весело быть экономистом, а работа экономиста — это типа сидишь 8 часов в день перед монитором, и все. А он думал, что ты там экономист, и ты ходишь и какие-то здания строишь. Но это даже по мне можно сказать. Мне сказали родители, или ты поступаешь на финансы, или мы не платим за твое обучение. Конечно же, я поступила на финансы. Такой немножко выбор без выбора. Выбор без выбора. Я проучилась на финансах, но я по душе своей, я предприниматель. Я выучила что-то одно, я это делегировала, я пошла дальше. Мне очень интересно новое создавать. Вот сейчас как бы бизнесу, там я учусь, сейчас масштабируюсь, и параллельно как бы открываю фонд. Потому что я уже понимаю, что деньги меня и так рост сильно не заряжают, насколько я хочу уже делиться. Просто вот столько энергии во мне, столько всего нового хочется учить, что, какой из меня бухгалтер? Я с ума сошла, если бы я просто сидела и делала рутинную работу. Да, считала? Быть бухгалтером или финансистом, это же постоянно рутинная работа. Моя финансист, она офигительная, она обожает то, что делает. Она нам такую сделала крутую финмодель. Я бы не хотела, например, этим заниматься в жизни. Мне интересно вот как предприниматель, мне интересно все. Я хочу творить, я хочу делать больше, я хочу помогать, я хочу это отдавать, я хочу, чтобы мы с людьми обменивались как бы знаниями, я хочу роста. То есть вот что мне интересно. Не сидеть на одном месте. Я не могу повторять рутинные вещи. Они меня триггерят максимально. И также и с детьми. Но зачем инвестировать, грубо говоря, в то, чем он потом не будет заниматься? По моему примеру. Зачем ребенку говорить, иди учи бизнес, если он потом не будет бизнесменом? Он выйдет, ты прекратишь как родитель платить за его обучение. Он повзрослеет, скажет, папа заблокирует тебя или мама. Скажет, идите вы, родители. И все, и будет жить и делать то, что хочет. И это при хорошем раскладе. Если он в депрессию попадет из-за того, что он делает то, что он не хочет? Да, вот я хотел... У меня последний вопрос по поводу детей. Как не потерять эту связь? Вот исходя из твоей насмотренности, через тебя много проходит очень много детей и их родителей. Да. Ты видишь эти, скорее всего, полярные иногда мнения. Этот хочет быть писателем, а его там с ним хотят сделать врача. Как не потерять эту связь с ребенком и помочь ему правильный выбор сделать? Правильно? Это же правильная конструкция. То есть тебе нужно помочь ребенку сделать правильный выбор. Не заставить его, не сказать, что ему надо, а помочь ему сделать выбор. Помочь ему сделать родители, что у родителей эго большое, они думают, мой малой как бы но мой малой пока тупой, поэтому я за него сделаю выбор. Не переживай, я за тебя сделаю выбор. Я бы инвестировала в школьное образование ребенка, да. Потому что в правильной школе, особенно за границей,
карьерные консультанты помогут ребенку определиться, какое направление ему выбрать. Мы отправляем детей в школы-пансионы, где есть карьерные консультанты, и последние 3 года перед поступлением в университет с ребенком этот вопрос прорабатывают, и с родителей снимается эта ответственность. В очень классных школах других тоже есть такая возможность. Если такой возможности нету, и вы ходите в бесплатную школу или в школу за 1000 гривен в месяц, или школу, не знаю, за 1000 гривен в год, я не знаю, какую школу, просто-напросто обратитесь к хорошему, качественному карьерному консультанту и дайте ребенку право выбора. А есть такая позиция с рынка? Вот я могу для своего ребенка купить карьерного консультанта просто как на аутсорсе, как консультанта-фрилансера? Конечно, есть. У меня есть... Просто напишите мне, я вам дам таких людей, которые анализируют. Детки проходят тесты. С ними потом общается психолог. Потом с ними общается профориентолог. Они проходят очень много тестов, с ними обсуждают разные профессии, дают им задачу, чтобы с этой задачей он пошел туда, походил, посмотрел, курсы какие-то прошел бесплатные на Coursera, edX, Udemy. Они проходят эти курсы, они себя пробуют в разном, они изучают, смотрят, какая где зарплата, где какой карьерный рост. И они сами спустя, там, не знаю, 2-3 месяца выбирают, в каком направлении они хотят развиваться. О, это вот такой алгоритм мне нравится. И это есть, и это стоит, но не так дорого, ребята. А если ты вот как бы ему это все предлагаешь, эти все варианты, а он ничего не хочет делать вообще в этой жизни, просто хочет какие-то Fortnite играть на PlayStation. Были такие у тебя детей? Такие тоже есть, их много, потому что у детей просто нет мотивации, потому что у них, в принципе, все в жизни есть. Что с этими овощами делать? Если это школа, я таких деток чаще всего отправляю в школы-пансионы, где классы состоят из 4-6 человек. Тогда им уделяют очень много внимания, им легче подружиться с другими ребятами. Как бы выбора нет, да? Выбора нету. И они между собой создают такое маленькое комьюнити. Их как бы там специальные психологи и учителя правильно мотивируют, и они разгоняются медленно. Первый год это не очень приятная история, но на второй год они уже вливаются, и они уже хотят становиться лучшими. У них уже начинает вот эта энергия внутри там разыгрываться. А в принципе, там через год-полтора они уже такие, типа, папа, я там классную оценку принес, мама, я очень, не знаю, выиграла такую-то олимпиаду, или я попробовала сегодня себя на такой-то стажировке. Это не сразу, это со временем. Я говорю здесь про школу-пансион. Если мы говорим про университет, а ребенок прям овощ-овощ, тогда мы поступаем в университет, не эксклюзивную программу, а просто там обычный какой-то бизнес или менеджмент, или просто айтишка, в университет, где учиться несложно. Такие тоже есть клиенты, и почему нет? Там нужно сдать онлайн какой-то экзамен, презентацию, дипломную работу, и, в принципе, как бы они туда идут за корочкой. У них нету никакой мотивации. Во время обучения что-то они там находят себе. Что-то да прилипнет. Что-то да прилипнет. Просто здесь не нужно давить на ребенка. Его нужно просто отпустить, дать ему возможность. Как говорится в индустрии у нас, что родители дают деньги на билет, а ребенок уже сам покупает, на какой поезд. На какой рейс. Да? На какой поезд ему сесть. Говорится, вот в Британии там which train to take. Ну да. В нашем случае можно на какой самолет сесть. Ну да. Вот. Классно. То есть просто родители... И я тоже говорю, что вы даете своему ребенку шанс. Вы даете ему просто-напросто вот как базу. А дальше уже зависит от него. Да. Он воспользуется этим шансом или нет. Ты не можешь никак надавить на личность. Заставить сделать что-то, что он не хочет делать. Он это будет делать какое-то время, как в детстве, да, в школе, может быть, не в университете. Но когда он перестанет быть финансово зависим от вас, ваши отношения могут только усугубиться, и потом во всех проблемах виноваты родители. Нужно проработать родителей. Откуда это все идет? Потому что родители во всем виноваты. И потом дети винят во всем родителей. Я так погрузился в эту всю историю, думаю про твоих клиентов, про вот те 40% злодеев, которые хотят свои фантазии детские реализовать. Они переводятся потом. Они просто помогаем им спокойно. На самом деле, все не так плохо. Свип делает такой, да, куда-то. Пивот делает.
Смотри, я могу тебе показать, вот что мне пишут родители. Вот буквально там 1,5 недели назад мне написала мама, что Алина, Отзыв, спасибо так? большое, да, что вы помогли, ну, типа, ей выбрать такое-то направление, а не то вначале, которое она хотела. Я помогла пойти больше в индустрию анимации, нежели на менеджмент, потому что ребенок очень креативный. И там она как раз любит это все делать с компьютерами, айпадами. Я говорю, идите на там 3D-анимацию. Попробуй хотя бы ее на курсе бесплатном. Я ей скинула ссылку. А потом мы решим, куда ты поступишь. И мама просто там, спасибо большое, потому что папа хотел менеджмент, но он увидел, как ребенок загорелся, и, соответственно, как бы они поменяли направление, потому что видят, что она там себя может реализоваться. Кто-то переводится. И мы стараемся, конечно, такие кейсы, не 100% таких кейсов, но мы стараемся как бы повлиять немножечко на родителей или подсветить. Конечное решение все равно будет за родителями, конечное решение все равно будет за ребенком. Вот из 40% изначально, когда к нам приходят, вот этих 40% решают за детей. Но в течение там, года нашего сотрудничества, ну, не знаю, 20-25 меняют свое решение, и остается там 15 где-то, там 10-15, которые все-таки там через «не хочу». Заблудших душ, Да, которые через «не хочу» учатся. Но они потом все равно переводятся, и что-то меняется. Окей. Алин, какой следующий шаг люди могут сделать после просмотра подкаста? Что мы оставим им в описании, кроме твоего потрясающего Инстаграма? Что они могут купить, какую-то консультацию, онбординг у тебя, да, вот по детям? Может, какую-то плюшку им дадим, да, таблицу или, ну, понятно, консультацию, да, все дают, но, может быть, есть что-то еще. Смотри, если родители хотят отправить ребенка учиться за границу, в школу-пансион, в летний лагерь, потянуть английский язык, у нас есть школа английского языка, или в университет отправить ребенка на обучение, тогда нужно записываться на бесплатную консультацию. Если ребенку от там 13-14 лет и больше, можно начать с профориентации, если родители, например, не решили, что им делать. Можно пойти в интернет и, в принципе, почитать бесплатно про страны, про обучение, про профессии будущего, чтобы, в принципе, идти в одну ногу с технологиями будущего. Продолжать изучать и улучшать навыки своих языков, тем более английского языка. Развивайтесь всесторонне, старайтесь идти в одну ногу с технологиями будущего. Если нужна консультация со мной, это одна история. Если нужна консультация по учебному заведению, по нашим услугам, по поступлению за границу, тогда в отдел продаж бесплатная консультация с одним из наших менеджеров. Если просто хотите понять лучше своего ребенка, тогда это профориентация. Если хотите заняться языком, тогда это английский язык или какой-то другой язык. Я думаю, что этого достаточно. Но все пути, друзья, ведут вас в описании, где вы найдете ссылку, сможете оставить там заявку и пообщаться детальнее про ваш запрос. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.